Всем привет! Вы на канале Check Food. Сегодня будем пробовать делать котлеты из гречки. Я сам не понимаю, почему я раньше не пробовал делать такие котлеты, потому как я люблю гречку, но вот котлеты из гречки я никогда не делал. Я нашел в интернете рецепт, и по этому рецепту, он простой, я нашел самый простой рецепт, и вот по этому рецепту я сегодня буду пробовать делать эти котлеты. Гречка, гречка, как говорят, королева круп. Нам предлагают 160 грамм гречки. Я все буду брать точно, как сказано в рецепте, потому что мне интересно, получится ли у меня по этому рецепту сделать какие-либо котлеты. Мы же проверяем, еду, поэтому канал называется Check Food. 160 грамм гречки, четко, точно вымеренные. Потом дальше идет 20 грамм пшеничной муки, 110 грамм растительного масла подсолнечное. Ну, луковица, написано 80 грамм лука. Ну, эту луковицу я взвесил, она у меня весит 120. Я вот не знаю, критичны эти еще 40 грамм или нет. Посмотрим. Дальше перец, соль, вода. Так, для начала нам нужно гречку сварить. Варится гречка очень просто. Мы берем сотейник, высыпаем сюда гречку, и нам нужно ее промыть под водой. Потом добавить сюда воду пропорции 1 к 2. То есть здесь у нас 160 грамм гречки. Также в рецепте написано где-то 320 грамм воды. Ну, половину. После этого ставлю варить. Можно даже крышкой закрыть. Пускай нагревается. Ждем, пока вскипит. Закипело. Закипело. В этот момент нам предлагают гречку посолить. Давайте это сделаем. Уменьшить огонь на почти минимум. Накрыть крышкой. И варить минут 20. Так, у меня прошло 7 минут. Посмотрим. Вся вода ушла, гречка сварилась. Но у меня заняло это 7 минут. Но пускай даже еще и доварить ее не... Ну, 10 минут на это уйдет. Ну, не знаю, как насчет 20. Накрываю гречку. Откладываю в сторону. Так, теперь нам нужно порезать лук. И его, соответственно, обжарить. Масло. Здесь масло в общем объеме получается. Написано 110 грамм. Тут так получится, что мы 2 столовые ложки добавим на обжарку лука репчатого. 2 столовые ложки мы добавим потом в фарш. И 2 столовые ложки у нас уйдут на обжаривание самих котлет. Я его пошинкую мелко. Сковородка у нас разогревается. Все буду делать именно по тому, как указано в рецепте. Там сказано 2 столовые ложки растительного масла. Вот выливаем 2 столовые ложки растительного масла. И здесь будем обжаривать лук. Значит, лук обжариваем на среднем огне до золотистой корочки. Знаете, почему часто у людей что-то не получается в кулинарии, что-то сгорает, подгорает, портятся продукты, потому как они не следят за огнем. Они разогревают сковороду, забывают убавить огонь и начинают, например, обжаривать лук. И он моментально начинает гореть. Всегда следите за огнем. Если написано в рецептах, обязательно следите за тем, сколько указано, какого уровня жара ставить. И, конечно, нужно помнить о том, что газовые, например, плиты, они менее инерционны, чем электрические. Но вот стеклокерамика, она близко к газовым. То есть, что значит инерционные? То есть, они быстро нагреваются, и быстро их можно погасить. Например, у этой стеклокерамики есть остаточное тепло. То есть, если я поставлю ее на 9, на самый максимальный жар, буду что-нибудь обжаривать, а потом убавлю, смотрю, у меня что-то начинает гореть, я это убавлю, у нее жар сразу не упадет. У нее где-то минуты еще 2-3 будет довольно много тепла выделяться. И, соответственно, я могу продукт просто испортить, я его просто могу сжечь. Это всегда нужно учитывать. Ну, где-то это должно у нас занять 2-3 минуты. Я тут вижу, что мне жара маловато. Я буду этот лук тушить, наверное, долго. Я прибавлю чуть выше среднего. Вот яркий пример того, что если я следовал рецепту на среднем огне обжаривать на своей плите,
Лук у меня просто бы протушился, он бы не стал бы золотистым, я бы дольше, мне пришлось бы его жарить. То есть надо ориентироваться все-таки на плиту, которая у вас в данный момент есть. Лук у нас дошел до нужной кондиции, обжарился. Я его отставлю пока в сторону. Теперь нам нужно все смешать, сделать котлеты, пожарить их и попробовать. Но здесь один есть нюанс. Сможем ли мы эти котлеты слепить? Не будут ли они разваливаться у нас? Гречку нам нужно остудить, чтобы она... Ее, конечно, месить в горячем виде не очень комфортно. Мне вот интересно, сколько у нас получилось гречки готовой из 160 грамм сырой гречки. Весы и выложу. Заодно она и остынет побыстрее в новой посуде. У нас получилось 458 грамм. Оп, пока она стояла, уже грамм прибавился. Может, здесь через какое-то время будет вообще килограмм гречки. Горшочек вари. Гречка остыла. Будем все замешивать. Отправляем в посуду гречку. Добавляем сюда жареный лук. Что-то лука, мне кажется, маловато. Я бы, наверное, побольше добавил. Ну ладно. Муку. Опять посолить. И очередные 2 столовые ложки растительного масла. Половина получилась прям. Половина. А вот с этим вот объемом мы будем, я так понимаю, жарить котлеты, да? Так, теперь нам все это дело нужно замесить. У меня было подозрение, что без яйца, как вот опять же в каких-то рецептах, мы не сможем сделать котлеты. Но вот смотрите, действительно хорошо сваренная гречка. Ее если размять руками с добавлением растительного масла, она становится пластичной. Обваливать котлеты можно либо в панировочных сухарях, но у меня панировочных сухарей нету. Ну и не возбраняется использовать для этого обычную муку. Мочить руки в воде, водой. Вот, и тогда котлеты получаются более гладкие, более ровненькие и хорошо потом обваливаются в муке. Так у меня получилось вот таких 6 котлеток. Сковорода разогрелась, убавляем огонь на средний. Вот я буду жарить в той же сковороде, где обжаривал лук. Я не стал мыть, мне лень. Ну вы так не делаете. Лучше, конечно, потому как пока вот нагревается это масло, лук там может подгореть. У меня даже влезет 4 здесь. Давайте вот эти вот самые большие. Средний огонь, засекаем 2 минуты. Так, прошло 2 минуты, переворачиваем. Сейчас самый ответственный момент. Сможем ли мы их перевернуть? Я смотрю, они не особо поджариваются вот именно на среднем огне. Я чуть прибавлю. Получились вот такие котлетки. Получились вот такие 6 котлеток. Вот, а сейчас я вам скажу, сколько эти котлеты стоят. Потому что мне всегда интересно, сколько стоит еда. Получилось 6 котлет. Все ингредиенты, которые я использовал, обошлись мне в 20 рублей. Напоминаю, это 160 грамм гречки. Это 1 луковица весом 100 грамм. Это растительное масло где-то, ну, у меня получилось меньше, потому что по рецепту там было 100 больше 100 грамм. А у меня где-то получилось около 65-70 грамм. Не остаток, иначе они очень жирные будут, когда ты будешь жарить в большом количестве масла. Специи там, ну, пускай будет на 2 рубля. Вода, ну, так сказать, из-под крана бесплатно, это бесценно. Не буду же высчитывать там объемы, кубы, сколько это стоит. Пускай копейку, да. Вот и все. Вот 20 рублей. Если мы поделим 20 рублей на 6 котлет, вот у меня мозги не соображают, поэтому я воспользуюсь калькулятором. 20 рублей поделю на 6. Котлетка у нас будет стоить 3 рубля 30 копеек. Ну, а пробовать их буду вот с таким вот соусом, который кто-то называет кетчуп. Смотрите, они не разваливаются, они держатся. Очень хорошо, очень хорошо. Еще раз повторю, я не знаю, почему я раньше не делал котлеты из гречки, поэтому это шикарный рецепт, я вам советую его делать. И это очень хорошая основа для каких-то кулинарных экспериментов. То есть здесь можно добавить туда соевого соуса, чесночка в этот фарш. Очень вкусно, просто и самое главное дешево, то есть 3 рубля котлетка. Буду рад вашей подписке, вашему комментарию, вашему лайку. С вами был канал Chick-Food, проверка еды. Меня зовут Александр Рева. Увидимся в новых выпусках.